Здравствуйте, приветствую вас. Сейчас вы посмотрите и послушаете диалог. Как раз вот когда говорят выражение «волк в овечьей шкуре», вот это он. На вид мягкий, пушистый, а внутри черствый, гнилой и недобрый. Лжец. И как раз таки вот такие люди, они намного опаснее, чем человек с автоматом. Приятного просмотра. Здоровы. Здорово. Как ваше ничего? Ничего, все нормально, у вас новости? Ну, только я не рассказываю, а опрашиваю. А о чем спрашиваете? Ну, как вот вы сегодня, допустим, утро провели? На работе. События у вас какие-нибудь произошли, с которыми можем поделиться? Не. Нет. Не, стики привезли. Что это такое? А, вон что. А что это у вас за флаг или герб? Вот это? Да. Это торговый флаг Мальты. Ну, это Мальтийский крест, да. А у вас он почему? Что он для вас значит? Ну, я собираю флаги, хочу увешать всю комнату флагами из тех стран, где я был. А есть еще какие-либо флаги? Не, я вот только с Мальты вернулся позавчера, и там решил уже купить флаг и собирать флаги. Но я еще был в Польше, в Чехии, в Германии. А сейчас вы где находитесь, если не секрет? Так тут же нарисовано. Так вы говорите, вернулись. Из Мальты, да. Да. А вот где нарисовано до этой страны, где вы проживали? Я был на отдыхе в Мальте. На Нет, Мальте. родились где вы? В Дании. В Дании? А русский язык как выучили так? Владеете довольно прекрасно. Как и польские дети тут в семье выучили. Что-то, мне кажется, вы вводите меня в заблуждение. Нет, я ребенок иммигрантов просто. Ну, я, допустим, не ребенок иммигранта, ну, так как сам являюсь иммигрантом, репатриантом, но зная те люди, которые здесь родились, да, вот уже, допустим, в подростковом возрасте, они все равно говорят с акцентом. Не. Мои родители просто очень долго датский не учили. Ну, а вы школу же, детский сад посещали? Конечно, конечно. Вы стример? Не. Нет? Ну, вообще, стримлю бывает, но сейчас нет. А о чем беседуете в рулете? В рулете сейчас зашел, потому что меня друг попросил. Он сидит, хавает семечки. А так, о политике, о истории. Что, кстати, в Дании-то говорят по поводу конфликта России с Украиной? Ну, Ну, я думаю, как и подождите, везде. не отвечайте, да. Я думаю, что повестка властей, она такая же, как и у нас в Германии, а люди, население, что говорит по этому поводу? Ну, а население, как и везде. Ну, М. большинство поддерживают Украину, но есть люди, которые поддерживают Россию, есть люди, которым пофиг. То есть А ваша семья, в частности? моя семья, в частности, конечно, поддерживает украинскую сторону, А почему? потому что Украина жертва в этой Чего? ситуации. Не могли бы, Жертва, ну, разверните немножко. Чего жертва? жертва нападения Российской Федерации в данном конфликте, именно в данном. А вы вот то, что произошло в 22-м году, да, вы вот это вот рассказываете? Конечно. А то, что произошло до 22-го года, почему вы как-то не берете во внимание? До 22 года Россия нападала на Украину. Нет, ну там же все-таки шел военный конфликт, гражданская война ведь шла. Нет. А что там было? Ну, в сводках ОБСЕ было написано, что это гибридная война России против Украины. Каким образом, Но как это Россия не нападала. выражалось? Физически, как это выражалось? Ну, русскими военнопленными на то время, парочками штук. Людьми, которые Подождите, я приехали из сейчас не Российской понимаю вас, правда. Федерации. Русскими военнопленными? Да, да.
Было чуть-чуть там, по-моему, не помню, 6 человек или 7 человек до 22 года было русских военнопленных. Ну, там Подождите, подождите. Вы псковские хотите сказать, что десантники. за 8 лет взяли в плен 8 граждан России? И на Ну, этом это основании потому мы можем это утверждать, что гибридная там была война. российская армия? Это гибридная армия. Там никто не сказал, что там... Я нигде не сказал, что там была российская армия. Постоянно. Хорошо. А Я можем ли, нигде если не вот сказал. основываясь на вашей логике, можем ли сегодня мы утверждать, что Россия на сегодняшний день воюет с 50 государствами? Нет, потому что Как они это все... нет? Это что-то, давайте поближе, давайте. Потому что есть разница между ополченцами, между людьми, которые вступали в ополчение ДНР, так как не было ВС ДНР и ВС ЛНР. Я все-таки решил узнать, что такое гибридная война, и зашел в Википедию. Версия, которая сегодня там отражается, меня не устроила. И я решил откатиться по архиву настолько назад, насколько это вообще возможно. И это оказался 14 год, май. Давайте посмотрим, как на то время обозначалась гибридная война. На то время еще не было, так сказать, не было интереса никому в правильную сторону, как кому надо загибать. Смысловые вот эти повороты, да? Потому что в сегодняшней версии там якобы гибридная война ведется только атакующей стороной. Но сейчас мы с вами прочтем, что такое гибридная война от, так сказать, независимого эксперта. Гибридная война – это военная стратегия, объединявшая обычную войну. Так. Дальше код. Пропускаем код. Также термин «гибридная война» используют для описания атак с помощью ядерного, биологического, химического, различное оружие используется в этом смысле. Самодельные взрывные устройства. Так, код идет дальше. Такой подход к ведению конфликтов является мощной и сложной разновидностью войны. Дальше идет опять код. Канада какие-то, терроризм, туда-сюда. Также этот термин используется в случаях, когда нужно охарактеризовать гибкую и сложную динамику боевого пространства, которая предполагает легко адаптирующуюся и гибкую реакцию. Вот что такое гибридная война, а не то, что на сегодняшний день мы можем прочесть в Википедии, где однобоко представлено это выражение. Ну и понятно, да, куда она вытягивает. А на тот момент, на то время у нас еще не было, так скажем, предпочтений. И люди давали характеристику независимо. Вот так вот, мои хорошие. Сейчас линейку достанем или весы нам достать. Как мы начнем различать разницу между людьми одними и другими? Почему Вот так, мы военный билет. Подожди, родной, я не договорил. Почему мы одних Так людей ты меня перебил, в смысле ты не договорил? награждаем правом таким вот быть, допустим, легализованными, а другими мы не можем? Ты меня перебил. Извиняюсь за это. Ну просто ты меня возмутил очень Ты сильно. не дослушал, потому что... Я извиняюсь за это, но ты возмутил очень сильно. Когда люди из других стран в интернациональный легион вступают в Украине, они в ВСУ. Они есть в ВСУ. И это украинская армия. Еще раз, гибридная война это не то, что вот одни имеют право легально воевать, а другие нет. Это способ войны ведения. Это не то, что мы подразумеваем, что вот эта армия легальная, и она от этого не может вести гибридную войну. А вот эта вот повстанческая армия, она может вести гибридную войну. Нет, методы и способы, вот это вот дает нам
понятие гибридности, а не легальность. Возьми себе это на зубок, молодой человек. А, по-моему, батальон вот этот вот свободных россиян или что-то там непонятно. Это часть ВСУ. Это часть все-таки ВСУ. Ну да, но Подконтрольная ВСУ. насколько я понимаю, там Буданов говорил, что они за свои действия ручаются сами. Это мне Ну, повезло, мне повезло. понятное дело, что там любой понимает, что вооружение они не из земли нашли, приказы отдаются там Будановым, То наверное. есть вот эти вот бомбежки по мирным жителям Белгорода, это все-таки ЗСУ, да, делает? Не, кто сказал? Только что вы... Бомбежки это сбитое ПВО. Это ПВО сбивало снаряды, которые летели на военные объекты. Ну, Здесь смех вызван тем, что человек тупо и нагло зеркалит ситуацию. Когда армия России стреляет по военным объектам Украины, и их ПВО сбивает эти ракеты, летят обломки, и вот тогда страдают гражданское население. Не выдумав ничего нового, не находя никаких других фактов, они начинают тупо и нагло зеркалить. Но никак, ни в коем случае я не смеялся над гибелью гражданских людей от этих вот действий. это вам смешно? Да. Я? Да, конечно. Также я смеялся, Я когда вижу, и вам слышал... тоже как бы не плачется. Вы тоже. Конечно, потому что я это же слышал, когда Нет, въебали нет, в давайте вот, роддом в давай, Днепре. ладно, я Ты меня уступлю, перебиваешь. я пойду дам фору. Ты Вот эти вот перебиваешь. артиллерию там или ПВО мы, ладно, закроем глаза. А живая сила. Какая живая сила? Их Людей туда что расстреливали? запуляли? Для чего? Какие ракеты их туда сбивать запуляли? Кто? Я не Кто? понимаю, чё. Ну там Буданов, ЗСУ, вот этот вот отряд РДК запулял их Ну, туда. военные объекты на территории Белгородской области, правильно? Что там за военные объекты? Ну, склады с оружием. Или еще чего-то. То есть мы не знаем конкретно. А ты знаешь, или я знаю, это военная тайна, это люди сидят, которые делают, А когда занимаются россияне разведкой, показывают по новостным лентам вот эту военную тайну, куда прилетело, кого убило, Так это... это, ну, ПВО сбило, да, снаряд, и он прилетел в дом. Такое бывает, да, конечно. Когда ваши роддом прямым попаданием сказали, что это ПВО. Ну окей. А можем мы допустить, что в роддоме, я, допустим, не знаю, вот я просто тебе говорю, можем ли мы допустить, что там располагалось... В Днепре, Где? в Днепре, В каком Днепре? Ты говоришь, роддом. ну, роддом в городе Днепр. И чё? Ну, там располагались ВСУшники в роддоме. А почему нет? Ну, а почему ВС РФ не могли располагаться А потому что фронт где? А потому что фронт не возле А Днепра почему, тоже. смотри, почему ваши солдаты воюют постоянно с местными, ой, с местными, с гражданскими? Вот как взять 14 год, я сейчас вот просто пенку снимаю, я туда в детали вообще не лезу. Я пытаюсь тебя понять, от 14 год. чего Мы ты же начали за отталкиваешься. конфликт 22 года говорить. Что? Мы же начали говорить за конфликт 22 года и почему Украина жертва. Я тебе объяснил, что не так. А мы сразу вернулись к началу. Ну я вот Так хочу а узнать, зачем мне уходить куда-то, если конфликт идет сейчас? да, но он не с 22-го года идет. Ну, он начался с захвата Крыма российскими спецслужбами. По-моему, мне кажется, он начался еще в 13-м году, там, в конце Не-не-не. 13-го. С Майдана он начался, нет? Российская Федерация начала агрессию в сторону Украины в 2014 году. А до 22 года Россия нападала на Украину. До 22 года Россия нападала на Украину. Бог ты мой, он сам не знает, что он говорит. То в начале разговора он сам опровергал это, ставя под вопрос. Теперь же он это все как бы отрицает.
Подожди, дорогой, ты куда-то торопишься. Давай с Майдана начнем. При чем тут Майдан? Майдан это внутреннее дело Украины. Какая Да, вам разница от того, что происходило в Украине? Не понимаю. никакая. У вас проще, что Пока мисс никакая. происходит во Франции. Пока мисс никакая. Ну, допустим, Пока когда во месть Франции никакая. начнется вырезаться там большое население по определенному, допустим, признаку, да, там, А по в Украине вырезали русских? не только русских, Ну, хорошо, тех несогласных, предоставь доказательства. тех несогласных, кто был не Хорошо. согласен с переворотом, узурпацией власти. Хорошо. Да, этих людей отстреливали. Хорошо. Поэтому на Майдане были русские флаги, приезжали люди из России. Конечно, их вырезали там, я правильно понимаю? Вы полностью ситуацию, у вас когда нечего сказать, вы начинаете зеркалить полностью ситуацию. Вот так вот Где я пишешь, могу на каком видео посмотреть вот то, что сейчас вы сказали? пишешь в интернете «Русский флаг на Майдане». Хоба, и что нам Открываешь покажут? картинки. А что нам это скажет? Давай Вот. вместе попытаемся разобраться. Россияне на Майдане. Газета «День». То, что если бы вырезали русских, флагов бы не было, людей бы вырезали. Вот человек, Майдан. Как видим, как раз таки тот временной промежуток. Что нам это фото говорит? Что нам Это говорит этот говорит о флаг? том, что людей не вырезали. Значит, ты лжешь. Вот и все. Подожди, у тебя просто, я не знаю, смотри, происходит узурпация власти в определенной стране. Что такое узурпация? Незаконный захват. Хорошо, тогда у вас тоже незаконная власть 93-го года. Валерия, спасибо большое. Валерий, крайне извиняюсь, то, что прочел имя неправильно. Извините меня еще раз. Вот видишь, Я правильно ты понимаю? способный, да? Я правильно понимаю? Ты способный? Ну, у вас незаконная власть 93-го года, У получается. меня тут все законно. О чем ты говоришь? 90 как это? Как Белый это? дом с танка, как это? Какой танк? Ты хоть посмотри, откуда я. Танка, Подожди, родной, куда ты полез? У меня тут все я спокойно. говорю за После Россию, 45-го тут все которую ты тихо. защищаешь, Да, до которую ты 45-го был бардак. А после тут все нормально. О каком танке ты мне сейчас рассказываешь? который был в Москве. А Ты же я Россию при чем защищаешь. здесь? Ты же Россию защищаешь. Я? Ты бывший Я не гражданин подожди. России. Я знаешь, чего защищаю? Людей, которые украинцы. Я защищаю их, которые были не согласны, что в их стране незаконным способом сместили Где власть. незаконно? Где незаконно? Как где? Обычно Я как могу где? прочитать, что это незаконно. В интернете. Что в Ну, интернете? если ты мне на слово поверишь, я тебе от руки могу Конституционный суд написать. должен был Подожди, постановить была такое. конституция, правильно? Была предписана определенная смена власти. Ну, Если покажи. президента по Конституции Украины того времени можно было сместить первое. Это отставка. Второе. Состояние здоровья. Третье. Импичмент. Четвертое. Это смерть. Ничего из четырех не было выполнено. И это доказывает нам история тех дней. Какой тебе документ нужен, ищи сам. Вот так вот, мой хороший. Покажи мне. Ты мне о чем-то говоришь, показывай, доказывай. Зачем мне на словах тебя слушать? Ну заходи в Google, открывай, я буду тебе Что говорить. мне заходи в Google? Ты мне рассказываешь о чем-то, какой-то незаконной смене власти. Так покажи, докажи. Пожалуй, я уже могу предвосхитить сделанные мною выводы. Я считаю, что за счет расширения НАТО на восток и осуществления государственного переворота на Украине США спровоцировали вторжение России на Украину. Что мне тебе? Я тебе давай покажу. Да ты говоришь о Заходи в какой-то Google, незаконности. я буду тебе говорить. Твоя страна нигде не признала, что это было незаконно. Германия нигде об этом не сказала. Так что Пока мисс нет, но мы еще, так сказать, песня не закончилась. прошло, Подожди. блядь, 10 лет после этого, алло. Алло. Подожди, а если я тебе, Коль, приветствую, Наталья Ковалева, приветствую. А если я тебе покажу несколько личностей,
которые у меня с страны говорят, что это была гражданская война. Да, А если не я тебе надо. Репортажи телевизионные покажу? Так и в Украине говорили, что это гражданская война, потому что была оппозиция, потому что Украина это демократическая страна. Прямо в Украине на ТВ это говорили. Это во-первых. Во-вторых, покажи мне, что власть трактует такую повестку. Или где-то какой-то суд в Германии постановил, или суд Европейского Союза, какой там суд. А какой суд может Вообще. это сделать? Вы входите, ой, не вы, а Украина по этим римским статутом пользуется, нет? Входит она в юриспруденцию эту? Я думаю, да, я не знаю. Ну, почитай. Будешь гуглом пользоваться? Нет. Ты мне о чем-то вещаешь, ты должен Я взять. тебе говорю, да? И скинуть Как, ссылку. давай про линейку. Вот как ты решил, что одни Или люди выведи на задний фон. могут типа, других населенный убивать? Подожди, а другие не могут других убивать. Так ты сказал, Защищаться что даже не гражданская могут. война была. Да, Кого убивали по национальному признаку тогда. Украинцы убивали украинцев по национальному признаку. У тебя расходится как-то. Да ничего тут не расходится. Это ты пытаешься меня куда-то Ты увести. сказал гражданская война. По какому признаку тогда они их убивали? По политическому. По Тот, кто какому? был По не согласен с политическому. властью, которая пришла после 2014 года, вот А это почему был в Харькове признак. никого не убивали? В Харькове никого Да. убивали, гоняли. Там также Не пытались убивали. сделать Харьковскую Народную Республику. Просто Да, не почему никого там получилось. не убили? Не получилось. Так а что ты А сидишь почему в в Германии, Одессе, если ты а в хочешь, Одессе кого-то если убило? тебе Почему? нравится так? Так что ты сидишь в Германии, если тебе нравятся эти народные республики? Съезди в Мариуполь, посмотри, что они там сделали. А я видел Как русский отсюда. мир, Я как русский видел. мир приходит. Приходит. Так Он съезди теперь в Мариуполь. этот русский мир теперь отстраивает. Представляешь? Отстраивает Да. дома, которые трескают и 9 месяцев без отопления стоят. А кто Ну тебе не такой? рассказывай. А что Ну, ты мне рассказываешь? видео в Ютубе А самих ты мне мариупольцев. покажи, давай я тебе сейчас отзеркалю. Ну-ка покажи мне. Ты мне хотя бы одно скинешь, что ты высрал. Я тебе Без предлагаю, проблем, то, что я скину тебе этот видос. говорю, заходи в Google, я проблем. буду тебя навигировать, ты Заходи будешь в YouTube, смотреть. заходи в YouTube. Ну, Заходи в YouTube. давай, ты, короче, ты не можешь разговаривать, потому что ты тупо зеркалишь. Ответь мне на последний вопрос. Я не Какими зеркалю, ты, смотри. какими, Тебя не чем должно ты просто пользуешься? заинтересовать. Подожди, чем ты пользуешься у себя в голове? Почему, как ты отталкиваешься? Почему одни люди могут, имеют право на самовыражение, а другие люди не имеют Так этого они права? они самовыражались, только подавляющее большинство и в Европейском Союзе, где ты живешь, решает подавляющее большинство, но тем людям ничего не запрещали. Были стычки, и они выходили, и они имели право. Если Да, ты и на вообще- них танки поехали, Да какие представляешь? танки поехали? Обычные Куда? танки. В Харькове почему не было? Обожди, обычные танки в марте Харькове месяце. танков не Не в было. апреле, в марте еще, Ну прикинь. покажи мне видео. А вот зайдешь потом на мой канал, так и ты я пиздобол я обычный, вставлю всё. уже в 5-й или в 7-й Да ты раз обычный. чебухом вот это видео, понимаешь? Да ты обычный, все. Задавай в Ютубе, я тебе скажу, куда Нет, посмотреть. ссылку сюда без проблем. Ссылку тебе кидай. Блин. Ссылку или Иди в Ютуб, я тебе скажу, куда зайти, посмотришь. ссылку или так это решается. Ты решил, как у них решается. Ты мне ответь на мой последний вопрос, и я пошел. Да ты мне задал миллион вопросов, на которые Ты я не на собираюсь последний, отвечать. как ты отличаешь людей? не Почему буду на одни них. могут выражать Так свое им никто мнение, не а другим запретил, они нельзя? выражали, Почему? Так они выражали. Лоб меньше, глаза уже. Почему? Скажи, как ты это у себя в Ты голове глупенький, объясняешь? Ты глупенький, ты слышишь вообще, что ты слышишь? Почему одни могут выражать, Да, другие не потому могут? что, допустим, когда война, ты говоришь, с 2014 года про прокси-войну, да? Гибридная война. Вот это ты Так имеешь в они виду? образовали свои А с другой стороны, ты прокси-государства. этого не видишь и не воспринимаешь никак. Так потому что подавляющее большинство было за другую Как мы идею, можем вот и всё. увидеть, где какие опросы, референдум, какое подавляющее большинство? О чем ты? Майдан был? Был. Он Антимайдан выражал был? ли на тот момент, Антимайдан стой, был? выражал ли Майдан полностью мнение государства, народа? Антимайдан был? Был. Был. Что сделали с Антимайдановцев антимайданом? было больше? Подожди. Антимайдановцев было больше? Нет. Так в чем проблема твоя? А что сделали с антимайдановцами? Что сделали? А на одних танки послали, а других На каких сожгли. танки послали? А я тебе говорю, каких Кого танки. сожгли? С Кого Днепропетровска сожгли? Где ехали танки Кого в и марте где сожгли? месяце, а 2 Кого и мая где? в Одессе, Кого и ты где прекрасно об сожгли? этом знаешь.
2 мая в Да. Одессе была стильная обычно. Да. А расскажи, как Беркут, по-моему, да, с простыми дубинками против коктейля Молотова на Майдане-то А бился. 2 мая с Расскажи, крыши, 2 мая с крыши кто скидывал коктейли Молотова? вот, молодец, Кто? давай. С Кто? крыши кто скидывал коктейли Кто? Молотова? Ну, с георгиевскими ленточками, такие, братцы такие твои. Кто скидывал? Сами себя подожгли? Они скидывали в Сами толпу себя майдановцев. подожгли? Они скидывали в толпу майдановцев коктейли Молотова. После этого полетели из толпы снизу в здание коктейли. Так не надо потом плакать, что там люди умерли. Обычные из-за твоих ребят, антимайдановцев, которые с пистолетами ходили и с автоматами, с георгиевскими ленточками. Молодец. Это в Я Одессе. этот ролик и сюда вставлю. Ну, вот про что ты сейчас говоришь, про те события. Вставляю. Я в этот ролик сюда тоже Да. вставлю. Вставляю, конечно. Да, да. Вставишь, как люди с Знаешь, почему георгиевскими без толку ленточками вот с кидали вами молнии, разговаривать? да. Вы тупо зеркалите ситуацию, вам нечего как фактами противоставить, вы тупо Я тебе зеркалите. сказал, ты мне хоть Что одно ты мне скинешь? сказал? Ты Я мне у хоть тебя одно задал скинешь, о один чём ты вопрос, говоришь? последний Я тебе вопрос, ты своё на него скидываю, не говорю. отвечаешь. Я тебе сказал, как ты что-то докажешь и скинешь, покажешь, я без проблем покажу тебе о том, Так чё я ж тебе говорю. предлагаю, давай я буду тебе Я не навигировать, а буду ты заходить. заходи. Ты мне должен показать видео, о Я котором тебе ты абсолютно говоришь. ничего не должен. Так ты Нуждаешься. зачем мне что-то доказывать тебе? Ты говоришь, что я что-то зеркалю, ты не можешь ничего доказать, ты просто а я зеркалю твой получается. Ну, в чём Да, логика? да. Да, ну если ты согласен. Нет, с просто тем, ты выражаешься таким Окей. образом. Я-то не матерюсь, понимаешь? Хорошо, ну ты обманываешь. Нет, нет, Да, ты обманываешь. нет, я не Ты только что сам обманываю. это признал. Нет. Что нет? Ты ответишь на мой последний, я пойду. Какой вопрос? Каким способом, какой линейкой ты меряешь людей? Почему ты одним наделяешь право Я тебе защищаться, уже а ответил на другим... этот вопрос. Ты глупый, походу. Ты не ответил на этот вопрос, ты петляешь, ты начинаешь за другое, за пятое, Я за тебе десятое. ответил. Ты глупенький. Да-да, глупенький. Ты глупенький. Кстати, вот 2 мая. Ставим на паузу, И чё? чтобы ты ничего не говорил. Здание не горит. Горит вот возле толпы что-то, видишь? Здание не горит. Здание не горит. Да я Случайно. слушаю тебя, что ты мне повторяешь, как... Смотришь на крышу Ну, и видишь ребят ну, интересные. Молотовы интересно. стоят возле них. Видишь, что поджигается молотов, а теперь смотри. Смотри сюда. Смотри, что делают ребятки твои. Это те, которые были в Доме профсоюзов. Да. Такие мирные. А чё Мирные и они... А безобидные. почему они там находятся? Мирные и безобидные. Почему они там Потому находятся? что люди вышли на протесты Майдана, а твоим ребятам же запретили, как ты говоришь, Подожди, им какого запретили протеста Майдана? высказываться. Люди вышли... Это ты сейчас кого показывал мне? И про что ты мне сейчас говоришь? Ты Антимайдановцы показал одну стоят сторону? на крыше. Антимайдановцы стоят на крыше. Да. И это после уже стычек вот этих. Почему они там находятся? Потому что там собирались люди, которые за Майдан, которые поддерживают ситуацию в стране. Они не там собирались. Где они Их собирались? загнали туда. Где? Кого загнали? Вот этих людей загнали туда. Людей, которые поддерживают Майдан, загнали туда, Нет, чтобы нет, с Майданом не антимайдановцев, пользовались. антимайдановцев. Их загнали на крышу. Да, да, да. Их загнали. Окей. А как их туда загнали? Обычно как. Поэтому после этого они еще снизу все. Пока одни были на крыше, другими снизу. Что ты Смотри, я тебе занимаешься? видео показал. Что ты мне отрывок показал? Ты мне покажи. Давай посмотрим полностью, откуда они Сейчас, шли, какая как полностью? их зажимали. Подожди, как их зажимали туда. Давай. Понимаешь? Давай. Вот это видео, которое он сейчас показал, оно заставило меня еще раз пересмотреть кучу роликов, более точнее и с разных взглядов посмотреть на эти события, я имею в виду в Одессе 2 мая. Я остался при своих, но кое-что дополнил. Я думаю, я
больше чем уверен, что это подстроено с самого начала, еще до самых событий. Это говорит о том, что была создана некая группа, ну так я назову их молодчиками, да, боевая группа. Эта группа, почему-то, вот что меня смутило, они эти были на передовой, они провоцировали как раз-таки этих фанатов, футбольных фанатов. Что дает мне думать, что это заряженные с той стороны люди, так это каски, на их головах, которые они носили. Как вон и с той стороны, видите, отдаленно, уже после преграды линии полицейских, с той стороны тоже такие же каски. Вот идет с правой стороны, впереди не сейчас. То есть это ребята, которым раздали каски и распределили их по разным лагерям. И они пошли делать свое дело. Где они, на каких складах набрали этих касок, это каски Великой Отечественной и Второй мировой, да, войны. На каких складах они их набрали, я не знаю. Но вот то, что это с одного склада, я более чем убежден. И раздавались они не антимайданщикам, а как раз таки майданутым. Но та часть заряженных, она взяла с собой эти каски, так сказать, на передовую. И вот, я думаю, это такой один из аргументов, где они палились. Потому что вот этот марш, который они хотели сделать от памятника до стадиона, для марша объединения целостности Украины, что-то такое. И вот как раз что привело этот марш на Куликово поле к Дому профсоюзов. Это как раз таки группа молодчиков, вот это вот дружина, там их две было. Безусловно, большей части людей в этих дружинах это были... А это люди, которых использовали в темную. Я склоняюсь к этому. А вот уже идеологи, так сказать, подстрекатели вот в этих касках, это уже с Майдана. Это тот же сценарий на Майдане, когда использовались снайперы для сакральных жертв. По тому же сценарию они пошли и здесь. Использовали... как с той стороны, так и с этой стороны жертвы, чтобы столкнуть эти две группы лбами. Так как я, читая ту сторону, разбирая, я наткнулся на удивительные факты, что за день до 2 мая очень много евронастроенных людей, так скажем, майданутых, делали пикник совместно с антимайданщиками, с семьями гуляли, так скажем. Не так скажем, а буквально семьями они встречались и проводили время. То есть, да, они были политически разносторонние, но они не были готовы друг друга убивать или как-то друг другу вредить. И как раз таки вот эти вот группы послужили прямому столкновению. Должен был быть оправдан, вот как развернуть вот эту группу со стадиона на поле к Дому профсоюзов, это должен был быть оправдан поворот. Да? Вот этот поворот оправдывается нападением одесситов, которые были с Куликова поля, молодчики. Потому что общая масса антимайданщиков — это пенсионеры, это работяги, это люди в возрасте. И они никак... Вот есть даже высказывание, что самоорганизованность на Куликовом поле была очень такая зябкая. А у той группы все шло по накатанной. Плюс сейчас вы увидите кадры, скорее всего, вы их видели. Возможно, кадры я заретуширую, потому что
там жестокие кадры. Тут будет очень важен звуковой ряд. То, что этот человек, это один из группы, который на Майдане занимался тем же самым, что и здесь. Он был ответственен, как я понял, за документы. Он собирал жертв документы. Для чего это ему надо было, я не знаю. Это, наверное, для отчета там перед вышестоящими его людьми. Я на Майдане их носить. Еще здесь. Николаев, у него еще куча всего в карманах есть, куча всяких контактов есть. Все контакты мне. Давай, держи. За правду, вот это один погиб, а это не за правду. За грош. Все украинцы. Не надо Причем здесь все украинцы. Вот такие вот дела, мои хорошие. Что да, была провокация со стороны, как нравится нам это или нет, но была провокация со стороны Куликовских. Ну, Куликовскими их назвать трудно, потому что все-таки я думаю, что это заряженные с той стороны втерлись в доверие, совершили провокацию, развернули группу людей на себя, так сказать, а сами в итоге потом куда-то растворились. Как описывается в их, не в наших, так я буду говорить, источников, а в их с источников, что вот потом молодежь куда-то делась, а остались только как раз таки люди в возрасте, ну, которые идейно, так скажем, подкованы там за идею там. Вот такая вот ситуация. И они, люди вот, я все-таки склоняюсь, что это беседовал я с блогером. Он обманул меня очередной раз, что он не блогер. Это дает им повод вот такой вот, видите, бутылки показывает. Кстати, вот эти бутылки, которые оттуда кидались, они кидались уже в огонь. Есть кадры, я, скорее всего, покажу их здесь. Когда майдануты прибежали к лагерю, повалили палатки, и дым пошел практически мгновенно, моментально они начали поджигать эти палатки, уничтожать. И только потом сверху полетели бутылки. Вот такая вот история, к сожалению, трагическая, да, очень много. 42 человека погибло. Все эти люди украинцы. Россиян там не было. Не все одесситы, но все украинцы. И что еще доказывает мою версию по поводу заряженных Куликовских с той стороны, так это то, что были нацисты, приехавшие с России, которые выступали как бы за нас, так условно, да, скажем. И четко их запечатлили там, и четко их, как сказать, идентифицировали, нашли всю подноготную быстренько. Вот типа нацисты с той стороны, это они, а не мы. Это все было спланировано по тому же сценарию, что и на Майдане со дело снайперами. Такие вот пироги мои хорошие. Давай. Ну у тебя прокрути на начало. Я тебе... Так это 27 секунд видео. В Ютубе 27 секунд видео. Вот так вот у тебя в голове 27. Так а покажи полно. Тиктоковское мышление, понимаешь? Я понимаю. А Покажи ты от мне начала полностью. бери и до конца, а потом Покажи, разбирай, с что чего да как началось 2 произошло. мая? С чего Да, началось да. 2 мая? Что? С чего началось 2 мая? Все началось с вашего Майдана. 2 2 мая началось просто из-за футбольного матча, потому что одни были... фанаты Сука, футбольные, фанаты. Да, причем тут Майдан, глупости. Все, короче, кисай.